центре моей базы куда-то испарился чанг. Охренеть! Причем пропал он именно в том месте, где это нужно было меньше всего. Чтобы восстановить его, требуется аж 2 миллиона предметов. И для сравнения, размер всей этой ямы это 2,5 миллиона блоков. Каким образом исчез чанг? И сможем ли мы вовремя его восстановить? Узнаете в этом видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Это очень сильно продвигает канал. Но пока расскажу все с самого начала. 12 января. Каким-то образом половина сервера оказывается у меня в яме, чему я безусловно был очень сильно рад. Здесь на протяжении целого часа чего только не происходило. Да я не пойду в те... Немного говорит. Минус маяк. А в смысле минус маяк, В общем, было весело, но потом Заквиэль зовет всех нас на спавн. Мы сначала не понимаем, мы продолжаем копать. Но так как он стримил, мы увидели, что в самом центре мира исчез чанг. Прямо на глазах у Зака. Изначально ничего не ясно. Первое, что приходит в голову, застроить чанг обратно. И вроде как застроили, но потом происходит это. Мы очень хотели... Что? Он снова очищается, но теперь появились загадки. Первую мы сразу разгадали. Яма требовала аметисты. Сначала скинули кристаллы и ничего не изменилось. Подумали, что требуется поставить блоки в чанке, но тоже мимо. В итоге оказалось, что скинуть нужно конкретно блоки в количестве 2048 штук. Сладкий и полезный проект коммунальной квартиры, жить в нем потрясающий, большой полосатый отдел. Ну типа это засовный перевод. улей. Это улей, скорее всего, да. Вторую загадку еле перевели и поняли, что понадобится аж 256 ульев. Погоди, 256 ульев? 256 ульев, чего? Падая в яму, блоки тут же исчезали, так что бросать и доставать их обратно было невозможно. Та же судьба настигала абсолютно все предметы, что туда попадали. Если 2000 аметистовых блоков мы нашли довольно быстро, то ульев нашлось лишь 48 штук. Поэтому мы разбегаемся и начинаем фармить улья. Было всего два способа. Их нужно было либо искать, либо выращивать деревья рядом с цветами. Я выбрал второй вариант, но костной муки почти не было, поэтому придется ждать. Ожидание можно скрасить в Raid Shadow Legends. Это мобильная игра, которая является спонсором этого видео. Здесь есть целая куча героев, их около 600 штук. Все они происходят от уникальных фракций, каждая со своей историей. В этом месяце Raid запускает одно из своих последних дополнений в список крутых боссов. Это самый большой и жуткий босс в игре Гидра. У него несколько голов и у каждой уникальная механика. Гидра может разделить боль и нанести урон вашей команде. Она может напугать ваших героев, может заставить их гнить изнутри, может окутать себя облаком яда и еще множеством других безумных вещей. В режиме кампании можно прокачивать своих новых героев и наслаждаться озвученной линией сюжета. Элейн мой первый, пока основной персонаж. Она относится к высшим эльфам и имеет красивую проработанную текстуру. В этом месяце в Raid происходит много событий. Для начала Raid выпускает кучу потрясающих новых героев, а также совершенно новый крипт в войнах фракций. Для одной из моих любимых фракций воинов Сумрака. Друзья, каждый переход по моим ссылкам поддерживает мой канал, а скачав игру вы очень сильно поможете. Давайте попробуем собрать 500 инсталлов. Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код, качай рейд и получай один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу пополнения энергии, а также сюрприз в виде крутого эпического героя в качестве бонуса. Забирай быстрее. Бонус будет доступен только следующие 30 дней. Я присоединился к игрокам и с помощью командной работы улья выбивались довольно легко. Пока мы пытались выращивать деревья с ульями, пропадает еще один чанг. Нихера себе, это что такое? Чанг сломался! В этот раз над ямой висел непонятный набор символов. Позже понимаем, что это был шифр, в котором написаны координаты. Но вот загвоздка в том, что сами координаты на сервере отключены. Поэтому пришлось высчитывать с помощью разных методов. На этом моменте половина сервера идет на зашифрованные координаты, а кто-то остается и пытается узнать предметы методом подбора. Версий было много, от сердца моря до светокамня. Спустя время координаты найти не удается, следовательно остается только отгадывать. Но вот теперь за каждый неправильно скинутый предмет игроки получали разряд молнии, поэтому было принято решение выполнить цель с первым чанком. И все это было только 12 числа. 13 января. До игроков доходит, что улья гораздо легче найти, нежели выращивать самому, поэтому мы быстро закрываем первую яму. Параллельно с этим был найден предметы для второго чанка, но не успели мы начать кормить вторую яму, тут же появляется и третья. Не так сложно.
На этот раз уже с неприятными последствиями. Предыдущие две ямы лишь немного задели постройки. Теперь же отсутствовала как минимум половина магазина кактуса. Приложив немного усилий, чанки удалось восстановить. И уже показалось, все кончилось. Настало некое затишье. Но только на пару дней. 16 января. Чанки вновь исчезают один за другим уже на базах игроков. Причем это происходило с такой огромной скоростью, что я запутался в хронологии. Все началось с Джаста. Это вроде Нео взрывал, да? На этот раз требовалось аж 30 черепов скелетов. Чтобы вы понимали, алгоритм получения одной лишь головы таков. Ждем грозу, находим крипера, заряжаем крипера молнией при помощи трезубца, ведем крипера к скелету и подрываем. И в результате получаем только одну голову. К слову, сложности возникли уже с ожидания грозы. Через пару часов уже новая пропажа чанка под ногами игроков. Но... Вот это возьмем. Не понял. Почему на моей территории? Теперь нужно и 30 голов зомби. Дабы оптимизировать весь процесс, наша схема была таковой. По ночам мы заманивали криперов в ячейки, параллельно их переименовывали, чтобы избежать деспавна. Как только начиналась гроза, заряжали криперов, а затем вели их к нужным мобам. Не успели мы закончить эти задания, на другом конце карты появляется еще один чанк. Человеку снесло половину дома, но расстраиваться не было смысла, так как нужно было всего лишь 256 визор голов. Чуть позже сносит чанк на территории Эльцеста. Ой! А дальше эта штука добралась и до меня. Вы меня загриферили, да? И количеством нужных ресурсов мы были просто шокированы. Сколько? Погоди, 2... Сколько тут нулей? Если все предыдущие задания заканчивались максимум 3 нулями, то здесь аж 6. Причем никто не знает, насколько быстро следует заполнить яму. И что будет, если не заполнять ее вообще. Успокаивало лишь то, что подходили любые предметы. Но это все равно безумное количество. По скромным подсчетам, в моей яме уже выкопано подобное число блоков. Но вот трабл в том, что я лишь частично сохранил собранные с нее ресурсы. А все остальное испарилось в небытие. Осталось всего около 30 сундуков, и это около 50 тысяч предметов максимум. Отсюда еще вычитаем то, что вытащили другие игроки по мере своей надобности, так как абсолютно каждому разрешалось брать здесь все, что пожелается. Итак, мы имеем яму, для которой нужно 2 миллиона предметов. Это 74 тысячи шалкеров, полностью наполненных ресурсами. Только вдумайтесь. Однако кто-то тут же предлагает гениальную схему. Вы наверняка помните пылесос Джуста, который позволял телепортировать блоки из инвентаря в сундуки при помощи сапрессора. Кто знает, тот поймет. Так вот, аналогичным способом можно настроить вывод предметов напрямую в яму. День второй после появления ямы. Игроки уже насобирали 60 тысяч блоков, но это даже не 1/30 часть от всего. Джуст построил механизм, который позволит подключить к системе с пылесосом сразу 10 игроков. Только представьте, как 10 человек одновременно копают блоки, и они заполняют задания. Причем можно совместить приятное с полезным и одновременно искать незерит. Так что мы линкуем предметы и идем копать. Вот этот вот, да? А нет почвы душ. О, Правильно? есть почва. О, все, Да, работает да. тоже у меня. Спустя полчаса мы осознали, что ресурсы, сброшенные таким образом, не засчитываются. Мы зря незерит ищем. На день третий система была уже переработана. Отныне предметы, вылетающие из выбрасывателей, будут застревать в паутине и по воде направляться к специальному игроку, которому остается лишь скидывать предметы вниз. Также тем временем накоплено уже 300 тысяч блоков, что довольно весомо, но по-прежнему мало. К концу дня на своей базе я увидел еще одну гениальную вещь. Неркин построил 4 машины, которые дюпали ковры. Благодаря этому у нас будет почти пассивное постепенное выполнение задания. Причем планируется сделать еще как минимум 20 точно таких же, что ускорит процесс в разы. День 4. Собрано 500 000. Инсургента с Виверной принесли аж несколько шалкеров железа. И сверху еще кучу ненужных ресурсов. Железу я был крайне рад, так как всего лишь с одного блока железа можно получить целых 81 штуку железных наггетсов. Через час был собран уже 1 000 000 предметов. Но заполнить абсолютно все железом не получится, ибо это было почти все железо, что осталось у инсургента. После некоторых перемен големы на ферме железа еле спавнятся. И соответственно само железо тоже еле спавнится. Также попробовал пофармить снег со снеговика, в надежде на то, что я все-таки найду пассивный способ заполнения цели, но не сработало. Неркин тем временем успел отстроить еще десяток дюб-машинок. Другие игроки также заглядывали сюда и помогали чем могли. В течение дня Неркин скидывал надюпанные коврики в яму, и спустя какое-то время у него появились галлюцинации, скримеры, молнии, а также страшные звуки.
Ничего из этого мы своими глазами не увидели. По итогу дня был накоплен почти 1 миллион 300 тысяч предметов. Я же всю вторую половину дня занимался одним более интересным делом. Наблюдал я за всеми этими ямами и вдруг роняю одну интересную фразу. А почему еще никто не додумался выкопать свою яму и сделать вид, что это новый пропавший чанк? Мне показалось это супер очевидной вещью, но почему-то до нее еще никто не додумался. Все, кто находился в этот момент со мной в Дискорде, моментально зарядились это сделать прямо здесь и сейчас. Заходим на сервер и идем выбирать локацию. Нужно было найти полувидное место, чтобы иметь возможность выкопать все без лишних свидетелей. Но в то же время хотелось, чтобы эту яму быстро обнаружили. После грамотных размышлений остановились на варианте за торговым центром. Спустя час целый чанк был выкопан, за исключением пары слоев земли сверху. Нужно было учесть все малейшие детали, ибо спалить план мог даже любой неправильно поставленный глубинный сланец. Что касается загадки, которая появляется над всеми ямами, ее мы реализуем при помощи невидимого арморстенда. Так же, как тогда подменили тюремную камеру Нео. Если не видели, обязательно посмотрите по подсказке справа сверху. Какой сделать саму загадку, было множество вариантов. Мы просто хотели немного поводить за нос игроков, которые не будут ничего понимать. Но все получилось куда более масштабнее. Было принято решение сделать довольно банальную штуку. Зашифровать координаты. На самих координатах мы поставили алмазный блок, на котором была надпись. Число придется угадать. Мы планировали ловить под зельем невидимости скинутые туда предметы другими игроками и делать вид, что они пропадают. На этом моменте осталось только ждать идеального тайминга для сноса верхних слоев. На сервере в это время находилось много игроков, поэтому шанс того, что нас заметят, был довольно велик. Благо был отвлекающий фактор в виде других исчезающих чанков, которые в тот день появлялись очень часто. В то же время у нас был план Б. Мы принялись сносить финальные слои под зельями невидимости, поэтому если бы вдруг нас заметили, у нас был бы шанс убежать и остаться анонимными. Нужно было действовать настолько быстро, насколько это возможно. Обошлось без происшествий. Отличие оригинальной ямы от фейковой — цвет надписи. Именно из-за нее все могло стать сразу очевидным, но по-другому реализовать это было невозможно. Также при выбрасывании неправильных предметов тоже ничего не происходило, в отличие от остальных ям. Потом еще выяснилось, что мы забыли раскидать блоки вокруг ямы. Короче, отличий было море, поэтому я думал, что пранк с треском провалится. Новую яму заметили уже через полчаса и все началось. Как и ожидалось, яму приняли с большим недоверием, и в первый день никто ничего не скинул. Если с нужным блоком все было ясно, то неизвестное его количество людей отталкивало. Но в конце концов все же нашлись люди, которые были готовы идти до конца. Короче, я все-таки думаю, что нужно скинуть какое-то определенное количество. Да-да-да, кактус, пожалуйста, давай. Да ты чё, кактус это опять будет внизу стоять? Она скинула, Виверна, они наверху. Они наверху все. Она скинула. Всё, 57 блоков, всё, поймал. Ничего не случилось. Ничего не случилось. Блин, самое главное, вроде такая очевидная вещь, но, блин, никто не может догадаться. Если я сейчас скину 2 блока, они сейчас не должны пропасть. И не пропадут. Легко. Супер. Легко. 60 алмазных блоков. Он 5 скинул, он там 6-й уже кидает. Я хочу посмотреть. 7 кинул, 7 Я не пойду. Да как не пойдешь? Там уже полстака валяется. Стак 43 у меня сейчас. Они точно что-то поймут. Они стримят это еще, господи. Кошмар просто. Я все подобрал. Он реально 58 кинет. Я не могу. По-моему, они исчезли, пока летели. Кролик с алмазами бежит. Уходить. Он заметил, кажется. И пранк удался. Мы были крайне довольны этим результатом. Почти 2000 алмазов просто упали нам на голову в прямом смысле этого слова. Но в конечном итоге все алмазы были возвращены своим владельцам, чтобы никто не чувствовал себя обманутым. Мы просто весело провели время. Что же по поводу пропавшего чанка прямо на середине моей базы? Сейчас здесь остается скинуть всего лишь 59 101 предмет. И я хочу закрыть его с помощью вас. За каждый лайк под этим видео я буду скидывать по одному предмету в эту яму. И я верю, что вы на это способны. Спасибо большое за просмотр. Если не лень, установи Raid Shadow Legends по моей ссылке. Игрушка правда может понравиться. Посмотри также предыдущее видео, если еще не видел. Пиши комментарии, а также подписывайся на канал. Когда-нибудь увидимся.